Сегодня мы с вами попытаемся закоптить леща. Ну, в смысле попытаемся. Мы его закоптим, потому что у нас точно все получится. В горячем копчении нет ничего сложного. Нужно просто запомнить температуру, время и нормально рыбу просолить. Зацените, какие красавцы. Вы только зацените. Посмотрите, какие красавцы. Охренеть. Здоровенные вот такие вот рыбины. Они были пойманы сегодня ночью. Вот, так что они прекрасные, шикарные, даже не потрошенные. То есть они были пойманы меньше 12 часов назад. Чтобы вы понимали размер. Примерно вот такие вот лопаты. Сначала давайте посмотрим, что у них там внутри. Потому что самое первое, конечно, рыбу надо выпотрошить. Вот, их тут ловят местные рыбаки, само собой, сетками. Что неправильно, но что уж тут поделаешь. Так, отлично. Зарезаем, и внутри у леща на самом деле не так уж и густо. Вот такая вот горсточка кишочков. Конечно, все это нужно вынимать. Плавательный пузырь, надо его лопнуть. Ладно, потом высушим, потом лопнем. Все, такой лещ. Второй у нас красавчик. Чуть поменьше, но внутри у него тоже просто, вот, все, отлично. Само собой, леща нужно промыть от всякого, от кровищи и всякого вот такого вот. Мы это сделаем мойкой высокого давления, очень удобно. Кстати, мойкой высокого давления удобно и чешую счищать с рыбы, но мы этого делать не будем, мы будем коптить в чешуе. Мы варим не бульон, и мы вообще ничего не варим, поэтому жабры вырезать не обязательно. Само собой, если вы там из леща делаете бульон какой-то, жабры вообще везде горчат, поэтому их нужно как бы вычекрыживать. Здесь нет, потому что все равно они не дают ничего. Хотя можно, в принципе, голову и отрезать. Смотрите, у нас лещи очень-очень толстые, вот такие вот, поэтому, чтобы их просолить, обязательно нужно разрезать спинку, иначе ничего не просолится. Вот так как-то. И с другой стороны, блин, такие прям броня у них тут. С другой стороны, конечно же, тоже. И второго тоже. Вот так. Прорезаем. Спина самая толстая часть, и так мы делаем доступ для соли куда надо. Ну, конечно, можно и так там в тузлуке его попросаливать, но это займет много миллиардов лет. А так мы его посолим часик и начнем коптить. Специи это классно, но сначала нужно их засолить. То есть прям посолить, на часик на другой оставить. Для этого соли нужно достаточно много. Лишнюю мы потом смоем и уже натрем специями. Но сейчас смешивать специи с кучей соли, которую мы все равно смоем, чтобы что? Зачем? И что движет такими людьми? Нормально так. О, какая-то внутренность еще осталась. Прям нормально так соли. Без мега фанатизма, но вы поняли, то есть нормально так прям засолить. А потом смоем лишнюю, ничего страшного. Вот, но так как мы хотим, чтобы быстро все засолилось, то солим прям богато. И этого тоже. Вы скажете, блин, пересолил. Нет, народ, фишка в том, что мы засаливаем, потом вымываем то, что не нужно. Вот, так что все нормально. Внутрь вообще можно соли прям натолкать. Да, что, соль дешевая. Вот. Сверху что-то через чешую проникнет, что-то нет. Нас-то не особо волнует все. Все, оставляем солиться. И убираем наших красавчиков в холодное место. Я думаю, это и так понятно, а то мухи засидят. Что по времени? Все зависит от того, насколько соленая ваша соль. Да, наверное, вы будете удивлены, но есть соль, которая совсем-совсем соленая соль, а есть соль, которая такая просто поваренная соль. Я говорю про нее. С тем количеством, что вы видите сейчас, чтобы она, ну так, подсолилась, это где-то 3 часа, вот на таких здоровенных вот рыбин. Хотя, если у вас какой-нибудь монстр, вот такая вот лопатина здоровенная, вот такой толщины, то, конечно, нужно часов 12, чтобы она пролежала, прям хорошо присыпанная солью. Но мы делаем такой быстрый рецептик, поэтому у нас часа 3 она полежит в холодильничке, вот так хорошенечко присоленная. При этом разрезы в спинке я сделал достаточно глубокие. Но тут уж кто во что гораст. Кто-то любит, чтобы это была прям такая соленая закусь под холодный пивасик. А кто-то любит, чтобы была просто рыбка. Прошло часа 3 или 4. Лещи у нас просолились и выглядят вот так. Ну, такие вот лещи. Шикарные. Само собой, они отдали влагу, то есть это все просто натекло за счет соли. Тут есть одна небольшая фишка. Лещи-то, конечно, просаливаются, но сейчас самый верхний слой, то есть где-то полмиллиметра у них, пересолен.
И вот эти вот полмиллиметра нужно вымочить хотя бы, не знаю, 40 минут чуть-чуть под проточной водой. То есть соль, которая прошла внутрь, окей, 0 вопросов. Но сверху там небольшой пересол. Просто берем вот так и сначала промываем от очевидной соли. Ну, просто вот которая здесь, вы поняли, да, которая внутри. Прям очевидная куча соли. А потом просто оставляем их повымачиваться, постоянно меняя воду, либо даже просто вот так оставляя под проточной водой. Отлично. Все, лещи просолились и отсолили верхний слой. Короче, промылись. Вот. А теперь ключевой момент. Их нужно все протереть, чтобы они были сухие. Потому что влага, во-первых, с дымом ассоциируя, делает, ну, кислый такой вкус. Поэтому лучше, чтобы оно было максимально сухое, то есть без луж воды. Ну и во-вторых, оно будет мешать дыму проходить вот сюда вот в мясо внутрь. Поэтому берем салфетки и вот так вот все протираем, вытираем, чтобы рыбки были максимально сухие со всех сторон. Когда лещи засолены, отсолены и просушены, самое время добавить разных специй. Если вы хотите. У меня есть и кориандр, и зира, и свежемолотый перец, и все что угодно, но я не буду добавлять ничего. То есть мне, в принципе, вот сам вкус леща, то есть подсоленный, подкопченый лещ, я не знаю, можно, конечно, перчика немножко сыпануть, но по факту он на данном этапе уже внутрь особо проникать не будет. Далее, важно, что по температуре. Если вы профессиональный коптитель, то вы разделяете копчение там на 3-4 фазы, то есть вы прогреваете, потом коптите, потом, значит, доводите, то есть задаете цвет и всякое такое. Но если вы, как я, не профессиональный коптитель, то все очень просто. Коптим, вот такие большие лещи, 3 часа при температуре не выше 100 градусов. Фишка в том, что белок в белой рыбе сворачивается уже, по-моему, при 35 или 38 градусах. То есть 38 градусов это уже приготовление белой рыбы. Но у нас горячее копчение, нам нужно, чтобы через 4 часа она была готова. Но если у нас будет там 180 градусов, она просто высохнет к чертовой матери. Поэтому 100 градусов, не больше 100 градусов. 80 норм, 100 норм, 120 типа того, но 140, 160, 180 уже не нужно. Ну и 3 часа вот на таких больших. Ну, хотя если вот такие маленькие рыбки, то и часа достаточно. Достаем решетку гриля. Берем уголь. Я возьму вот такой уголь. Это вот такие вот блочки камадовские. Они, фишка в том, что горят очень-очень долго. Ну, то есть можно будет не проверять, ничего не подсыпать, они просто горят. Их нужно очень мало, там буквально на все наши 2 рыбы нам нужно будет, ну, думаю, вот так на 3 часа. Как-то их вот так выкладываем. Вот так. И нужно поджечь с одной стороны. Но что по поводу дыма? Да на самом деле вообще любая щепа подходит, лишь бы не смолистые были деревья, тогда горько просто очень будет. У меня вот такой вот этот орех пекан, или как его, есть вот такие вот блочки. Но в принципе яблоня, вишня, груша, слива, даже, наверное, береза подойдет. Как всегда, чтобы меньше горели наши дымные брикеты, кладем их в воду. У нас здесь просто ванна для полива. Хотя бы на 20 минут. Можно и на дольше класть, но нет практически никакого смысла. На самом деле за 20-30 минут все это дело пропитывается на миллиметр внутрь. А дальше уже, не знаю, там на много дней надо оставлять. То есть так закинули, замочили чуть-чуть и норм. Просто кубик для рожек где-нибудь сбоку вот так поджигаем. И все это дело, я так покрошил еще немножечко, загорится. Но можно еще вот так сверху положить, пусть будет. Ну, собственно, уголь разжигается. Я зажег с 2 сторон, с той стороны, с этой стороны. Вот таких, на самом деле, 3 кусочков пекана. Их, я думаю, да, пускай будет. Их хватит на 3 часа вообще с лихвой. Рыбу я положу башкой к углям, вот, потому что если башка подгорит, то как бы пофиг. А если подгорит мясо, то будет не очень. И закрываем гриль. Вот, второй лещец идет вот так как-то. Закрываем, при 100 градусах пытаемся держать. Ну и прошло где-то часа 3, наверное. Температура на самом деле скакала от 160, но я сразу же все придушил. В основном она была где-то 140, 120, 130 градусов, типа того. Но здесь нужно учитывать такую тему. Термометр находится с этой стороны, то есть над углем. А нам нужно, чтобы весь дым просасывало над рыбой и вот сюда наверх. То
То есть, вот здесь всегда показывает больше. Например, сейчас здесь показывает 200, а на самом деле там ниже, чем 150. Потому что, собственно, термометр находится над самой горячей частью. А лещи лежат гораздо ниже и в другой части гриля, грубо говоря. Вот он, наш красавелла, наш красавчик лещ. Ну и, собственно, чешую мы не снимали. То есть, смотрите, мы просто берем... Спинка у нас отрезана, вы помните, разрезана. Просто берем его вот так и открываем. Посмотрите на это. Супер нежное подкопченое мясо. Ну, оно полностью готово, само собой. Оно просто отваливается вот так. Ну и с ребер. Смотрите, просто. Оп, оп, оп. Давайте попробуем. Кусочек копченый лещ. Народ, он не пересолен. Блин, вкусно, сука, вкусно. Он не пересолен, конечно, с лещом какая проблема, вы видите, да? Лещ штука достаточно костлявая, то есть приходится, конечно, вынимать кости. Но за 2-3 часа при 140, может, даже градусах прекрасно все коптится, и просолен он идеально. То есть, как бы, он прям просолен, он солененький, но в меру. Именно так, как должна копченая рыба быть. Не знаю, извините, что я не закатываю глаза, то есть, некоторые меня обвиняют, типа, конечно, друже, когда ты сам приготовил, то у тебя все божественно, нежнейшее. Это просто офигенный копченый лещ. Ну, посмотрите на него. Просто посмотрите, типа, снимаем шкуру, и внутри вот такое вот мясо, и просто, грубо говоря, вынимаем практически позвоночник. Мясо супер мягкое. Вот, мы просто вынимаем кость. Вот так. Оп. Да, у нас остаются маленькие косточки, безусловно. Но это прям рыба горячего копчения. С умеренным вкусом дыма. То есть не передержана, она не горчит. Она умеренно просолена. Я не знаю, что еще нужно. А с вами был славный дружа Обломов. Кушайте много, кушайте вкусно. Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. Подписывается на канал. Все дела. Всем пока.